Привет, ребятки! Снова я на уютном диванчике в магазине Good Guitars на Казанской 7 в Петербурге. Сегодня я пришел сюда, чтобы опробовать этот бас. Marcus Miller Sire V7. Ну и сделать на него обзор, само собой. Как сделать видео, чтобы зритель по нему получил как можно более полное представление об инструменте, насколько оно может быть полное по видео. С одной стороны, есть логика записать инструмент прямо напрямую в интерфейс, чтобы мы могли послушать сухой звук, без улучшайзеров, без влияния усилителей, кабинетов и прочего. Вот звук, как он есть вот на выходе, прямо из баса. Но с другой стороны, если посмотреть, когда человек приходит в магазин, он слушает инструмент через усилитель. Играет, репетирует, занимается в жизни обычной своей, он тоже чаще всего либо через усилитель, через комбики, ну, либо используя какую-либо эмуляцию или улучшайзер, что-то в этом роде. Короче говоря, мы практически нигде не слышим в своей жизни сухой, необработанный чистый бас, в том числе и на записях. Но тогда есть смысл записать бас с микрофоном с комбика, это как бы не проблема. Но проблема в том, что разный аппарат звучит по-разному, разные микрофоны снимают звук очень по-разному, и тот звук, что я получу здесь, вы не получите, скажем, дома или у себя на репетиции. То есть это тоже такое довольно посредственное представление о том, как этот бас будет звучать у вас в итоге. Вот тогда хотя бы можно показать, как он в деле, как он звучит в миксе. Но опять же, фигня в том, что записав партию баса, мы не просто кидаем его на трек, как попало. Мы всегда будем стремиться к идеалу, чтобы он в этой композиции конкретной звучал как можно лучше в нашем понимании и настолько хорошо, насколько мы это можем позволить своими руками. И звук в итоге можно получить очень разный. Причем, в принципе, хороший звук на записи, который подходит к конкретной композиции и приятно звучит, можно сделать практически на любом инструменте, даже довольно неказистым и дешевым. То есть в итоге звук сильно зависит от того, кто этот звук делает, к какому звуку он стремится. Если этот бас у меня может звучать каким-то определенным образом, далеко не факт, что он будет звучать так же у вас. А, конечно, чтобы составить еще более полное представление об инструменте, я могу его описать просто своими словами, своим ощущениям. В общем говоря, это хорошая, крепкая, пятиструнная жаба, хорошо сделанная, звучащая как, как жаба. У нее есть свои интересные фишки, такие как крепление струн сквозь корпус, отключаемый трехполосный эквалайзер с параметрической серединой, очень, кстати говоря, гибкий и широкий. Многие, я думаю, в нем непременно запутаются. Здесь, в отличие от некоторых басов, есть доступ к регулировке анкера нормальный. Сзади есть отсеки для удобной замены батареек. Весит бас разумно, умеренно, не самый легкий, но и далеко не самый тяжелый, гриф плоский, отлично, на мой взгляд. И вот можно ли после этого сказать, что я вам дал какое-то полное представление об инструменте, о том, как он звучит, о том, как он играется? Я думаю, что нет, нифига подобного. Не считая каких-то характеристик, о которых можно было посмотреть в описании, например, я вам рассказал только свои личные персональные впечатления, ощущения и показал тот звук,
что делаю я. Не факт, что ваши впечатления от него будут такими же, как у меня, и не факт, что вы сделаете такой же звук, как у меня. Но когда вы возьмете инструмент в свои руки, вы поймете о нем сразу все, что вам нужно о нем понять. Он вам может сразу либо понравиться, либо не понравиться. Вы можете отметить какие-то фишки, которые для вас имеют значение. Звуки, в эргономике, в чем угодно. Поэтому, ребята, обзор обзорами, можно на них в некотором роде ориентироваться или присматриваться. Можно брать их в расчет в некотором отношении, но не стоит на них сильно полагаться и не стоит только на них формировать свое личное мнение. Никакие обзоры не заменят вам ваши личные ощущения и впечатления. Ну и все, как бы.